Сегодня в выпуске. Тэйхён запустил специальный проект, а Чонгук поднимает цены акций Hype. Джин стал исполнителем Оста к Дораме, а группа BTS стала первой, чей трек смог это. Рекорды победы и достижения у Чимина и Джина из BTS, AT, Stray Kids, Enhypen, aespa и не только. Лиса из Blackpink поразила всех своими новыми фотографиями, а Джан Хао из Zero Base One украсил собой обложку журнала. EXO CBX готовит фан-митинг, а Лэй поддержал Сухой Чанёля на недавнем концерте. Ки Шайни стало плохо во время SM Town, где были представлены две новые группы SM Entertainment. В то же время SM Entertainment подверглись критике за сотрудничество с одной компанией. Эйдор подали антирекламный иск против New Jeans, и у последних Hype провели обыск. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 218. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма, а лучше комментарии. Не забывайте, что на Бусти всегда все доступно без тормозов и ограничений. Английские субтитры тоже доступны для тех, кому они нужны. Что еще? Защитные иероглифы на экране как были, так и остаются. Какой смысл они несут? Остается загадкой, учитывая то, что иногда я вижу в комментариях, но кому какое дело. Как обычно, с вами Максим и новости индустрии. Мы начинаем. Поехали. Проблемы группы New Jeans не покидают нас и в 2025 году. Эйдор подали против них иск. Какой, зачем и почему? Давайте подробнее. Компания Эйдор подала иск о введении временного судебного запрета, чтобы воспрепятствовать участницам группы New Jeans самостоятельно заключать рекламные контракты, подчеркивая необходимость сохранения их статуса под управлением агентства. Согласно заявлению Эйдора, 13 января агентство недавно подало запрос на временный судебный запрет в Центральный окружной суд Сеула. Этот иск направлен на подтверждение того, что Эйдор остается управляющей компанией по эксклюзивному контракту до первого судебного заседания по делу о подтверждении действительности эксклюзивного контракта, которое было инициировано Эйдор 3 декабря 2024 года. Запрос временного запрета предусматривает предотвращение подписания участницами New Jeans рекламных контрактов или участие в промо-активностях без предварительного согласия. Правильно, Эйдор. В Эйдор пояснили, цитата: «Это решение было принято, чтобы избежать путаницы и возможного ущерба для третьих лиц, таких как рекламодатели, поскольку участницы New Jeans в одностороннем порядке, объявившие о расторжении эксклюзивного контракта, продолжают связываться с рекламодателями и пытаться заключать контракты самостоятельно». Агентство также отметило: этот судебный запрет отражает намерение Эйдор работать с участницами New Jeans, и выразили обеспокоенность тем, что даже если в будущем суд подтвердит действительность эксклюзивного контракта, будет невозможно восстановить первоначальное состояние, если самостоятельные действия участниц продолжатся. Эйдор подчеркнули: «Мы постоянно обеспечиваем все необходимые ресурсы и персонал для деятельности New Jeans, придерживаясь позиции, что эксклюзивный контракт остается действительным. Мы планируем продолжать предоставлять полную поддержку в будущем». Агентство также сообщило, что активно получает предложения по проектам, включая рекламные кампании и мероприятия. Эйдор уже завершили внутренние планы на деятельность New Jeans в этом году, включая выпуск нового студийного альбома и проведение фан-встречи, и выразили готовность сотрудничать с участницами для реализации этих планов. Вот такое вот сообщение от Эйдор, вот такие вот разборки у них с New Jeans. Что вы думаете, пишите в комментариях, я уже думать про это не хочу, но работа обязывает рассказывать вам про все, что происходит, и будем надеяться, что для индустрии это не станет очередным гвоздем в крышку гроба. Двигаемся дальше. Итак, судя по всему, сотрудники Hype провели когда-то там обыск у New Jeans, видимо, не совсем законный. И люди недовольны, давайте подробнее. В начале декабря прошлого года, сразу после завершения графика в Японии, участницы New Jeans покинули общежитие Эйдор и с того момента взаимодействовали с Эйдор исключительно в рамках своих контрактных обязательств. Для участия в запланированных мероприятиях они приезжали в Эйдор самостоятельно, используя личный транспорт, а после их завершения разъезжались таким же образом. Их работа фактически превратилась в офисный формат с поездками на работу. Сообщается также, что после ухода New Jeans из общежития сотрудники Hype, оснащенные нательными камерами, тщательно проверяли помещение общежития. Реакция корейских пользователей сети: «Даже если они записали видео, зачем выкладывать его на DC Gallery? Да еще в галерее фанатов. Это идеальный способ создать ложное впечатление, что какой-то сумасшедший фанат New Jeans проник в общежитие. Это действительно жутко. А они такие странные, честное слово. Боже, это ужасно, у меня мурашки. Чем больше узнаешь, тем страшнее становится. И никто их не остановил. Это вообще нормально?» Дело было не в том, что они зашли туда в 3 ночи, а в том, когда это было выложено на DC Gallery, верно? В любом случае пугает сам факт того, что они это выложили. Зачем носить камеру на теле, если они просто проверяли пустое общежитие, могли спокойно взять обычную камеру? Надо было снимать открыто, зачем делать это скрытно? Такое поведение отвратительно.
No! Это, конечно, перебор, но они ведь вошли в пустое помещение, так что я не совсем понимаю, в чем тут проблема. Ужасно, и зачем выкладывать это на DC? Это просто безумие. DC Gallery — это раздел популярного южнокорейского форума DC Insight, представляющий собой анонимное сообщество для обсуждения различных тем, включая айдолов, музыку и дорамы. Платформа известна свободой публикации, что делает ее местом как для фанатских обсуждений, так и для утечек инсайдерской информации или скандальных материалов. Анонимность пользователей позволяет открыто делиться мнениями, но иногда приводит к распространению слухов и споров, которые так потом любят перетирать в комментариях и переносить из канала в канал. Что можно сказать? Наверное, обыск не сотрудниками полиции с ордером на этот самый обыск — это что-то странное и не совсем допустимое. С другой стороны, мы же не знаем условия контракта. Может, по условиям контракта их каждый день приводят на рентген там или личный досмотр перчатками устраивают, кто знает, какие там контракты и какие условия. Но, с другой стороны, можно было хотя бы просто предупредить: здравствуйте, девушки, хоть мы с вами сейчас не очень в хороших отношениях, мы проведем у вас обыск, можете прийти и убрать все, что вам мешает. Но это совсем другая история, и как оно все было на самом деле и будет, мы не знаем. Но факт остается фактом, двигаемся дальше. Если где-то сказали New Jeans, то рядом произносит Мин Хи Джин. Новость про нее давайте подробнее. 13 января 2025 года стало известно, что Министерство труда Республики Корея признало обвинения в травле на рабочем месте, выдвинутые против руководства HYBE, необоснованными. В результате заявления бывшего заместителя директора Эйдор, известного как Эль, дело было закрыто без возбуждения. В сентябре 2024 года Эль подал жалобу в Министерство труда, утверждая, что HYBE проводила незаконную проверку активов компании и применяла принудительные методы. Среди обвиняемых были Ким Джу Йон, действующий директор Эйдор, и Ли Гён Джун, финансовый директор HYBE и член совета директоров Эйдор. Сообщается, что Ли тесно сотрудничал с Мин Хи Джин и даже участвовал в разработке плана по ее отстранению от управления Эйдор. Однако, в марте того же года бывший сотрудник Эйдор, известный как Эй, обвинил Эль в травле и сексуальных домогательствах, заявив также о вмешательстве Мин Хи Джин в процесс расследования. В результате Эй потребовал повторного рассмотрения дела, утверждая, что первая проверка была несправедливой. Согласно обнародованным материалам, именно Мин Хи Джин призвала Эль подать встречную жалобу на HYBE и Эйдор, используя это как инструмент давления для обеспечения справедливого рассмотрения. В сообщении, отправленном через мессенджер Telegram, кстати, он не очень популярен за границей, Мин Хи Джин рекомендовала использовать больничный и отпуск, чтобы затянуть процесс расследования. В сентябре 2024 года Эль действительно подал жалобу на HYBE, что стало причиной последующего расследования. После тщательного анализа Министерство труда вынесло решение в декабре 2024 года, заявив, что факты травли на рабочем месте не подтвердились, дело было закрыто. В свою очередь, Эль продолжил настаивать на обвинениях против Мин Хи Джин, и Эль подал новую жалобу в августе 2024 года. На недавних судебных слушаниях представители Мин Хи Джин заявили, что обвинение Эль не имеет под собой оснований, выразив решительное несогласие. В общем, какие могут быть выводы? Да никаких выводов уже нет, я потерял нить повествования уже на 400-й новости, которая была связана с Мин Хи Джин и разборками HYBE и Эйдор. Так что смотрите все предыдущие выпуски, и будет вам вывод. В целом, понаблюдаем и двигаемся дальше. Фанаты критикуют SM Entertainment за то, что они сотрудничают с этой компанией. Что ж такая за жуткая компания, давайте подробнее. Фанаты выразили недовольство по поводу того, что SM Entertainment продолжает сотрудничать с SPC Group, южнокорейской продовольственной компанией, владеющей более чем 17 сетевыми магазинами и множеством брендов продуктов питания. SPC Group столкнулась с бойкотом со стороны корейских потребителей в 2022 году после серии аварий на заводах, принадлежащих компании, и последующего обнародования информации о неудовлетворительных условиях безопасности на этих предприятиях. 11 января по корейскому времени в СМИ появилась информация о том, что Карина, участница СПА, была выбрана новым лицом кофейни Кафе Паскуччи, что-то на итальянском, название на экране, корейское подразделение которого принадлежит и управляется SPC Group. Это не первый случай, когда артисты SM Entertainment становятся лицом бренда SPC Group. На ранних этапах своей карьеры Rise участвовали в сотрудничестве с Baskin Robbins Korea, также принадлежащей SPC. Кроме того, всего месяц назад NCT Wish рекламировали продукцию Paris Baguette, одного из ключевых брендов SPC, в качестве моделей к праздничному сезону. В ответ на новости о новом сотрудничестве SPC и SME фанаты оставили следующие комментарии, естественно, озвученные по ролям. Эта компания вообще не заботится о мнении своих фанатов. SPC так старается очистить свою репутацию, но это не сработает. Карина, для пощечи, ну что ж, бойкотируем. Значит, Карина, Rise и NCT Wish поддерживают плохие условия труда для работников заводов. Если бы это было случалось раз или два, никто бы не заметил, но постоянное сотрудничество с SPC негативно сказывается на репутации артистов. SM абсолютно не уважает своих фанатов. SPC, идите ко всем чертям, можете платить любому айдолу, чтобы он вас рекламировал, но я не изменю свое мнение.
По моему мнению, это никак не связано с айдолом, вы просто бойкотируете бренды SPC и жалуетесь на SM за их плохие решения. Если вы фанат этих айдолов, не вмешивайтесь, просто бойкотируйте бренды. Любая попытка защитить айдолов может им навредить в будущем. Бесит, что так много людей все еще покупают у этих брендов. Очевидно, что у руководства есть какие-то связи, SM прилагает все усилия, чтобы очистить репутацию SPC. Какие мы можем с вами сделать выводы из этой истории? Ну, честно сказать, наверняка на заводе каждой компании происходит несчастный случай, просто не все подается огласке. То есть иногда там как-то урегулируют с подпиской о том, что ничего не скажешь, не разглашение, но тут, видимо, рассказали, и поэтому компания стала злодеем. Я ни в коем случае их не защищаю, но компания не хорошая, не плохая, они производят продукты, так устроен капитализм. Ну, в случае, опять же, с данной компанией, возможно, им просто стоило охрану труда улучшить, чтобы не было несчастных случаев. Как видите, тема такая, знаете, тут можно жонглировать, но правда она то влево, то вправо уходит, то есть она нестабильно здесь, потому что если мы будем рассматривать просто по фактам, да, это плохо, наверное, злодеи, у них там люди пострадали. Но если по сути, то на всех заводах происходят такие события, поэтому никаких выводов, никакой точки зрения, просто имейте это в виду и двигаемся дальше. Но SM Entertainment не покидают нас, потому что у них несколько новых групп, и начнем с женской. Вперед. SM Entertainment запускает новую женскую группу. 12 января, ближе к завершению концерта SM Town Live 2025, посвященного 33-ю компании SM, они представили тизер, анонсирующий новую женскую группу из 8 участниц. Как сообщается, girl-группа будет называться и продвигаться под названием Hearts to Hearts. В тизер-трейлере были показаны кадры с 8 участницами в сопровождении таких надписей, как What's your map? Какова твоя карта? EOD и If a path fades, carve your own way. Если тропа исчезнет, проложи свой собственный путь. Видео началось с одной из участниц, которая ранее уже привлекала внимание в сети из-за сходства с Кариной из СПА. Затем были представлены еще 7 девушек. Согласно тизеру, Hearts to Hearts планирует дебютировать в феврале. Это будет первая женская группа агентства после СПА, которая дебютирует в ноябре 2020 года. Фанаты с нетерпением ждут возможности узнать больше о новой айдол-группе SM Entertainment. Ну что можно сказать, девушки красивые, других сейчас не берут в группы, а СПА, если смотреть, пример того, как SM Entertainment до сих пор умеют делать хороших артистов. У них в целом всегда с артистами не было проблем. Проблемы были с контрактами и условиями этих контрактов. Поэтому посмотрим, что покажут девушки, какая концепция у них будет, и двигаемся дальше. Но хей-хей, я знаю, что 95% аудитории этого канала женщины, поэтому вот вам новая мужская группа от SM Entertainment. Погнали. Во время концерта SM Town Live 2025, который прошел 11-12 января, агентство SM Entertainment представило группу новых стажеров парней. Будущие айдолы привлекли всеобщее внимание, покорив фанатов своим талантом и харизмой. В рамках своего выступления трени исполнили мощную версию песни Shiny Lucifer, продемонстрировав свой потенциал и отдав дань уважения одной из культовых групп SM. Новые стажеры стали одной из главных тем для обсуждения в сети после завершения мероприятия. Фотографии и видео их выступлений распространились в различных онлайн-сообществах и соцсетях, и фанаты хвалят их внешность, сценическое присутствие и ностальгический выбор песни. Успешное первое выступление трени на SM Town Live 2025 заставило поклонников с нетерпением ждать их дальнейшего пути и потенциального дебюта группы. Фотографии, которые есть представлены на экране, ну не все, там есть индивидуальные, но групповые точно. Опять же, все стоят как на подбор, с ними дядька-продюсер, чего еще можно сказать. Учитывая, что они выступали не со своей песней, чего от них ждать, непонятно. Но, опять же, как я говорил в прошлой новости, SM Entertainment, умеют они подбирать артистов или создавать методом кнута и деревянной палки с гвоздями артистов нужной величины. Я немножко утрирую, хотя, кто знает, может быть недалек от истины. В любом случае, посмотрим, что у них будет дальше, и все, двигаемся к группе Shiny, там есть некоторые вопросы. И главный вопрос, который связан с группой Shiny, который я вас адресовал в прошлой новости, если вы смотрите видео на YouTube, это то, что Ки на концерте стало плохо. И давайте подробней. 11-12 января в сеульском Гочок Скайдом прошел концерт SM Town Live 2025. Одним из артистов, выступавшим на сцене SM Town Live, стал Ки из Shiny. В первый день Ки исполнил песни Уиллиан и Газолин. Несмотря на то, что он стоял на сцене один, его энергичное выступление покорило зрителей, вызвав бурные аплодисменты. Однако позднее стало известно о состоянии здоровья Ки во время концерта. Один из пользователей публиковал видео на онлайн-форуме, где Ки, уходя со сцены в темноте, потерял равновесие и упал. На помощь ему пришел участник группы Минхо, поддержав его. Перед концертом 12 января Ки поделился своим самочувствием через платформу общения с фанатами. Он написал: «На самом деле я плохо себя чувствую еще со вчерашнего дня. Сегодня мне было так плохо, что я даже сходил в больницу.
Тест на грипп типа А показал отрицательный результат, но похоже, это просто сильная простуда. Затем он добавил: утром у меня вообще пропал голос, и я думал, ну, к вечеру, наверное, станет лучше, но, кажется, сегодня не смогу выступить с песней Hope. Я хотел сказать вам об этом и извиниться. Фанаты не смогли не отреагировать на это и написали следующее. Не болей, пожалуйста! Вчера, глядя на него, было видно, как ему плохо, но он все равно идеально выступил. Уважение! Он потрясающий человек! Скорейшего выздоровления! Его движение в танце выглядит тревожно, он шатался, его сила воли просто невероятна. Даже мне, не его фанату, было так жалко смотреть, что чуть не расплакалась. Скорее поправляйся. Как он это делает на одной силе воли? Хочется аплодировать за то, что он так выкладывался на сцене, даже будучи в плохом состоянии. Он так занят, что у него не так много времени на отдых. Очень переживаю, надеюсь, он хорошо отдохнет и полностью восстановится. Его сила воли действительно поражает. Когда он так выкладывается в своей работе, невозможно к нему не проникнуться симпатией. Хорошо отдохни и выздоравливай. Естественно, артисту скорейшего выздоровления от всей нашей воображаемой редакции. Но если без шуток, это традиционная ситуация, переутомление, бесконечная работа, 7-дневная, 8-дневная рабочая неделя, время на сон по 5-6 часов, и я рассказываю это потому, что понимаю, что это такое, в плане вот такого графика. Без концертов, но с бесконечной работой, поэтому могу представить, почему артист испытывает проблемы некоторые со здоровьем. Иногда, знаете, есть такая теория, что организм заболевает, чтобы вы наконец-то легли на кровать и полежали хотя бы часиков 10. Поэтому скорейшего выздоровления, видимо, побольше отдыха. Двигаемся дальше. А далее у нас Тэмин из Шайни, и он рассказывает, почему же его не было на том самом концерте. Давайте подробнее. Тэмин из Шайни, который покинул SM Entertainment и подписал контракт с BPM Entertainment в прошлом году, рассказал о том, почему он отсутствовал на концерте в честь 30-летия SM. 13 января Тэмин обратился к фанатам через платформу Bubble, заявив: я хотел с осторожностью высказаться на случай, если некоторые фанаты беспокоятся о Шайни. Мне жаль, что Шайни не смогли появиться на SM Town всем составом. Я действительно хотел быстро решить все вопросы с компанией и вновь показаться вам как участник Шайни, но эти обсуждения требуют некоторого времени. Айдол продолжил: мы добиваемся хорошего прогресса и все скоро уладится. Я тоже хочу оставаться с участниками и продолжить путешествие Шайни. Есть так много историй, которые я все еще хочу создать вместе с ними. Он успокоил фанатов, сказав: пожалуйста, не волнуйтесь и не задавайтесь вопросом. Он не хочет продолжать продвигаться Шайни, или увидим ли мы его снова. Ладно, да, окей. Тэмин добавил: надеюсь, то, что я говорю, не станет объектом критики. Тэмин добавил: надеюсь, то, что я говорю, не станет объектом критики. Еще раз, все участники любят Шайни и разделяют одни и те же чувства. Это просто период тщательной подготовки к тому, чтобы мы могли вернуться с еще большими силами. Давайте позаботимся о том, чтобы скоро встретиться вновь с улыбками. Хотя точные причины отсутствия участников изначально не были раскрыты, в сети появилось множество домыслов, поэтому Тэмин пояснил, что не смог появиться из-за вопросов, связанных с компанией, выразив свое сожаление. Это краткая версия для тех, кто перематывает на конец новости. Ну, опять же, да, проблема, группа осталась в СМ, половина участников теперь не в СМ, но они должны работать вместе, а это, соответственно, потом обе компании должны делить доход между не только своими артистами, но и между собой, а как продажи, а как концерты, и поэтому, естественно, это очень сложный вопрос. Но нет ничего невозможного, когда на кону стоят большие деньги. Ой, простите, я хотел сказать, заинтересованные фанаты, которые верят и любят в группу, да, это важнее, да. Но, да, если без шуток, конечно же, деньги все порешают. В любом случае, артисту и всем остальным участникам Шайни тоже успехов, двигаемся дальше. А у нас продолжается прям такой марафон новостей про артистов из компании SM Entertainment, бывших, нынешних и так далее. Вот Лэй приехал навестить своих братишек из группы EXO. Давайте подробнее. Лэй, он же Джан Син, бывший участник EXO, посетил мероприятие SM Town Live 2025, состоявшееся 12 января. Лэй был замечен в зрительном зале во время выступления участников EXO Сухо и Чаньоли. Он подпевал и наслаждался событием, это привело фанатов в восторг и вызвало волну обсуждений в интернете. Видео и фотографии, на которых Лэй активно поддерживает EXO, быстро распространились в социальных сетях. Многие поклонники выражали свою радость и ностальгию, некоторые комментаторы отметили: Лэй действительно показывает любовь к EXO как группе, и очевидно, что он дорожит EXO больше, чем определенными саб-юнитами. Другие комментаторы написали: я мало что знаю, но почему он не продвигается с группой, если так любит ее и до сих пор близок с участниками? Он бывший участник EXO? Ух ты, честно, это так странно, что остается только смеяться. Ахахахахаха. Он все еще не покинул группу, да, участник, который делает все, кроме как продвигаться с группой. Что это за человек вообще? Он так отличается от других 3 китайских участников. Кажется, он действительно сильно привязан к группе. Он до сих пор общается с участниками. Что вообще происходит? Что он делает на концерте? Куда даже CBX не пришли? Почему он не выступил, раз уж пришел? Я не могу его понять. Он больше не часть EXO, он ушел из SM. Бизнес нет, дружба да.
Он делает все, кроме продвижения с группой, в любом случае его преданность реально впечатляет. Это я размахиваю лайстиком под песню Экса. Он так любит Экса, хотя больше не состоит в группе. Почему он просто не остался в группе, раз уж делает все это? У него нет проблем ни с СМ, ни с Экс, он просто домосед, который решил не продвигаться. Ну и да, стоит напомнить, что во время недавнего эфира Лэй заявил: в сентябре или октябре мы посмотрим, получится ли нам собраться вместе с участниками. Я не знаю и не уверен ни в чем прямо сейчас, но мы обсуждаем. Это подогрело интерес фанатов к деятельности группы в будущем. Состоится ли камбэк группы Экса, состоится ли он в полном составе, не в полном, в половинчатом, или там 4,5 человека будет, неизвестно. Но как только информация появится, сразу дам вам знать. Естественно, в рамках наших встреч во вторник и четверг на канале МП_Reviews. А так, здорово, что пришел навестить друзей. В конце концов, думаю, за такое время вместе проведенное они точно стали, ну, как минимум, ближе. И двигаемся дальше. А далее у нас Лиса из Blackpink предоставляет усладу для глаз, ну, по крайней мере, для моих точно, в виде новых фотографий. Давайте подробней. На своей странице в социальной сети Лиса из Blackpink опубликовала серию ярких снимков с короткой подписью, описываю нарисованные эмоджи: бикини, ананас, дельфин. Фотографии были сделаны на роскошном морском курорте с собственным частным бассейном. На снимках она предстала в стильном бикини с оранжевым узором, демонстрируя свою уверенность и природную красоту. На одном из фото Лиза позирует у воды с ярко-желтым полотенцем, подчеркивая атмосферу отдыха. На другом фото она улыбается, позируя у кристально чистого моря. Завершающий снимок — селфи в зеркале, где она демонстрирует весь образ, включая модную сумку. Эти фотографии наполнили ее подписчиков восхищением и завораживающей атмосферой роскошного отпуска. Ее потрясающая фигура вызвала бурный восторг у поклонников, которые оставляли комментарии. «Горячая девочка», «Русалка», «Лиса, ты самая горячая». «Разве это не намек на новую песню? Как человек может быть таким идеальным и красивым?» Однажды Лиса сказала: «Я самая горячая», а теперь она это доказывает. Она великолепна. «Горячая королева! Ты такая красивая!» И многие другие комментарии. Ну, я уже сказал, я фотки видел до того, как новость вам озвучил, поэтому все прекрасно, все хорошо. И при этом отметим, что не высушенная до костей, ребра не видны все, вот как ксилофон, знаете, в таком духе. Так что можно порадоваться, что девушка нормализовала питание, при этом остается стройной, как того требуют великолепные стандарты индустрии. Всего хорошего артистке и двигаемся дальше. Но поскольку у нас тут все-таки женской аудитории больше на канале, вот вам, пожалуйста, Junhao Zero Base One украшает собой обложку журнала. Давайте подробнее. Издание Super Ale China представило 4 январские обложки, звездой которых стал Junhao из Zero Base One. Junhao дополнил эти обложки, рассказав о моментах, из которых он черпает свое вдохновение. Готовясь к заключительному этапу, я каждый день плакал в ванной, потому что давление ошеломляло, и я едва мог держаться. К счастью, рядом со мной всегда были люди, которые меня поддерживали. Во время заключительной песни фанаты всегда включают фонарики на телефонах, сияя для нас бесчисленными звездами, петь вместе со всей площадкой — самый эмоциональный момент каждого выступления. Вы поймете, что в одиночку невероятно сложно управлять всей сценой, но позже я обнаружил, что крики, поддержки фанатов можно услышать через мои мониторы. Это придало мне уверенности в установлении контакта со всеми. Пожалуйста, поддержите меня. Ушные мониторы имеется в виду. Когда слушатели и зрители правда ощутят искренность вашего пения, может ли это дать им почувствовать чистую силу? Это то, чего я сейчас стремлюсь достичь. Все, вот такие вот мудрые цитаты, или жизненные, как угодно называйте, от артиста из группы Zero Base One. Хорошие фотографии, опять же, модель и фотограф свою работу знают. Так что всего хорошего, Junhao, и двигаемся дальше. Вопрос на засыпку: есть ли среди вас магистры? Если есть, то тут как раз ваши коллеги по магистерскому цеху из Южной Кореи, и при этом они известные артисты. Давайте подробней. Часто кей-поп-звезды отказываются от учебы в университете, чтобы сосредоточиться на карьере, ведь их насыщенной графики, постоянные репетиции, выступления, международные туры практически не оставляют времени на академическую деятельность. Однако некоторые артисты бросают вызов стереотипам, выбирая менее проторенный путь и доказывая, что обучение и успешная карьера могут идти рука об руку. Короче, вот вам список айдолов небольшой. Кей-поп айдолов, естественно, с магистерскими степенями. Чанмин и Stevie XQ. Чанмин один из айдолов с впечатляющим образованием. Он не только окончил магистратуру в университете Инха, но также получил степень PhD, докторская степень. Кроме того, он получил 2 диплома бакалавра. Чанмин учился в одном из самых престижных университетов Кореи, Кёнхи, где специализировался на постмодернистской музыке. Для 2-го диплома он изучал кино и искусство в университете Конкук. Биг Бэнг. Среди нынешних участников кей-поп королей Биг Бэнг G-Dragon имеет магистерскую степень в области контента и розничного распределения из университета Сиджон, а Тэйян
Постдипломное образование в университете Тэджин по продюсированию выступлений и визуальных материалов. Shiny. Среди бойсбендов Shiny выделяется тем, что все участники имеют магистерские степени. Лидер Онью – магистр в области практической теории музыки в университете Чунвон, а покойный Джон Хён и самый младший участник группы Тэмин получили магистерские степени по кино и музыкальным исследованиям в университете Менджи. Или Менджи. Ки, родившийся в 1991 году, имеет степень магистра в области разработки культурного и образовательного контента, полученный в университете Вусок, а Минхо – магистр киноактерского мастерства. Экса. В Экса также множество участников обладают магическими степенями. Сюмин получил магистерскую степень в области музыки в католическом университете Квандон. Сообщается, что в настоящее время он также занимается получением докторской степени. Сухо получил магистерскую степень в области управления культурой, а Бихён и Дио завершили свои программы MBA, степень магистра в менеджменте. Чанёль обучался в университете Инха, где получил степень магистра по дизайну интерьера. Наконец, Чен имеет магистерскую степень в области рекламных медиа, BTS. По состоянию на 2024 год, 6 участников BTS, за исключением Чонгука, завершили свои программы обучения в магистратуре. RM, Шуга, Джей-Хоп, Чимин и Ви получили степень магистра делового администрирования с упором на рекламу и медиа в киберуниверситете Ханьян. Джин посещал очные занятия в престижном университете Конкук и 22 февраля 2017 года получил степень бакалавра в области киноискусства. Затем он поступил на ту же программу MBA, что и его 5 коллег. Цзюй из Twice. Недавно стало известно, что Цзюй получила магистерскую степень в области прикладной психологии. Сообщается, что она завершила свое обучение в Европейском университете Мигеля де Сервантеса через их онлайн-курс. Она одна из немногих, если не первая женских айдолов, которая имеет степень магистра. Супер Джуниор, младший участник группы Кюхён, является не только мощным вокалистом, но и человеком с выдающимися знаниями. Как сын владельца образовательной академии, Кюхён получил награду Министерства науки и технологий за попадание в топ-5% по математике. Он с детства выделяется в математике и попал в специальный математический класс, который создала школа. Кюхён также окончил магистратуру по постмодернистской музыке, написав диссертацию о самой индустрии. Что сказать, как видите, карьера не мешает образованию. Ну, в конце концов, даже у вашего ведущего почти ученая степень, надо было только доучиться. Но 5 лет в университете вот так хватило с головой. Кстати, если среди вас есть магистры, действительно пишите в комментариях, ну а всех обладателей степеней магистра, доктора и так далее, вышеупомянутых и неупомянутых, конечно, поздравляем, успехов им и побольше знаний. Знания — это сила, и чем умнее вы, тем медленнее придет деменция или вообще никогда не придет. Какое-то печальное окончание. В общем, добра всем. Двигаемся дальше. А далее у нас ExoCBX, и они кое-что готовят для фанатов. Что именно, давайте подробнее. INB100 сообщили, ExoCBX проведут фан-митинг 2025 Chen Baekshi Japan Fan Meeting Get Set Go 8 и 9 февраля на арене Йокохама P-Arena MM в Японии. Это их первое выступление в Японии за последние 6 лет. В 2019 году ExoCBX завершили финал своего анкор-тура Magical Circus в зале Kobe World Memorial Hall. Для мероприятия готовятся разнообразные выступления и специальные сегменты. Учитывая, что они давно не встречались с местными фанатами, участники планируют активно общаться и подарить незабываемые воспоминания. Также был представлен официальный постер, на нем участники представлены в образе шпионов из фильмов, в черных костюмах, солнцезащитных очках и с серьезными лицами, что усиливает интерес к предстоящему шоу. Кстати, похоже на людей в черном куда больше, чем на шпионов. ExoCBX активно работают в различных направлениях. Например, Чен в прошлом году выпустил свой мини-альбом Dur и провел азиатский тур фан-концертов Beyond the Dome. Сюмин расширил свои активности, став ведущим программы KBS 2 TV Make Mate One и присоединившись к команде судей на шоу TV Chosun Mr. Trot 3. Бихён также выпустил мини-альбом Hello World и установил рекорд, достиг трехкратного статуса миллиона продавца подряд. Он также провел рождественский фан-митинг в спортивном комплексе Jamsil в Сеуле. Ну, в общем, у ExoCBX дела хороши после ухода из SM Entertainment, так что удачи парням и двигаемся дальше. А рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает группа BTS. Что же у них? Узнаете через пару секунд. Хит группы BTS Dynamite преодолел отметку в 2 миллиарда стримов на крупнейшей музыкальной платформе Spotify, сообщила 14 января компания Big Hit Music. BTS стали первым кей-поп коллективом, которому удалось достичь такого результата с одной песней. Ранее в прошлом году их участник Чонгук также установил рекорд, став первым корейским артистом, чей сольный трек Seven достиг 2 миллиардов прослушиваний на платформе. Dynamite — это динамичный диско-поп-трек с ярким и заразительным ритмом, который выделяется своей веселой и энергичной атмосферой. С этой песней BTS впервые в истории кей-поп возглавили главный американский хит-парад Billboard Hot 100 и были номинированы на престижную премию Грэмми. Кроме того, Dynamite стал первой песней корейского исполнителя, занявшей первое место в глобальном чарте Spotify Daily Top Song. На момент выхода песня побила рекорды по числу стримов за первые сутки. Она также стала первым кей-поп треком, который достиг отметки в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Музыкальное видео на Dynamite стало первым клипом BTS, который в прошлом году превысил отметку в 1 миллиард
и 900 миллионов просмотров на YouTube. Что ж, поздравляем парней, счастья, здоровья, успехов, побольше новых достижений, скоро почти все вернутся из армии, так что хорошие службы, хорошо дослужить. И это не конец выпуска, ни в коем случае. Я, конечно, знаю, что сейчас треть онлайн отварится, когда вы смотрите это в режиме премьеры, но пора запомнить, это не конец видео. Это список прекрасных людей. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это... Шкафчик открывается. Благодаря вам не шкафчик открывается, а все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Большое вам спасибо. Надеюсь на то, что у вас будет больше и контента тоже станет больше. Далее Бусти. Все всегда доступно везде, без ограничений, тормозов, блокировок, ранний доступ, дополнительный контент, возможность писать в личку. И самое главное, это прекрасная возможность нам с вами продолжать выпускать эти видео и не сдаваться, несмотря ни на что. Большое спасибо всем, кто подпишется и окажет поддержку каналам. Она ужасно нужна, потому что видео даже в ноль не отбиваются. Все делается на энтузиазме с поддержкой бустеров. Далее, другие каналы. Это MPTube. Тоже его веду в одно лицо, не поверите, с другого ракурса, что еще повязка на лбу, но футболка без рисунка, потому что, чтобы это не баловать, да. В общем, марафон, реакции и прочее. Далее у нас MP Entertainment, музыка, сделанное в одно лицо, сведенное в одном помещении и так далее, в один рот записанное, самый свежий релиз вот здесь. Я все кормлю вас тем, что скоро в феврале будет следующий релиз, но так оно и есть. У меня на руках уже записанные вокальные дорожки на минус, который был готов еще в конце прошлого года. Так что осталось только свести. Было бы время, но придется его найти. И Телеграм, чтобы не теряться. А теперь выпуск продолжается, не уходите, пожалуйста, будьте вы людьми. И двигаемся дальше. А далее у нас Чимин, который побил рекорд Billboard 200. Давайте подробнее. Чимин из BTS установил рекорд Billboard 200 со своим последним сольным альбомом. 14 января по местному времени Billboard сообщили, что второй сольник Чимина Muse, который изначально дебютировал на втором месте в Billboard 200 в июле, теперь проводит свою 25-ю неделю подряд в чарте, расположившись на 135-м месте. Благодаря этому Чимин стал первым корейским сольным исполнителем, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 в течение 25 недель подряд. Дебютный сольный альбом его коллеги по группе Чонгука Golden также провел 25 недель в этом чарте, но они были непоследовательными. Альбом Golden выпал из чарта после 24 недель, а затем снова вошел в него несколько месяцев спустя. Заглавный трек Who также провел свою 24-ю непоследовательную неделю в чарте Billboard Hot 100, заняв 39-ю строчку и оставаясь второй сольной кей-поп песни по продолжительности пребывания в Hot 100, уступая только хиту Psy 2012 года Gangnam Style, непобедимая композиция. Кроме того, Muse прочно обосновался на втором месте на 25-й неделе подряд в чарте Billboard World Albums, в то время как трек Who снова поднялся на 8-е место в Global, за исключением США, и занял 13-е место в Global 200. Ну что ж, поздравляем Чимина с этим достижением, счастья, здоровья, успехов, хорошей службы и двигаемся дальше. Jin, Jimin, I-Lead, Stray Kids, ENHYPEN, TXT и многие другие Billboard World Albums, давайте подробнее. Billboard опубликовал свой чарт World Album за неделю, закончившуюся 11 января. Альбом Stray Kids As I Hope Hip Tape возглавляет чарт World Albums третью неделю подряд, а также занимает 13-ю строчку Billboard 200 на третьей неделе. Сольный альбом Чимина из BTS Muse остался на втором месте на своей 24-й неделе в чарте World Albums, а также поднялся на 106-е место на 24-й неделе в Billboard 200. Альбом ENHYPEN Romance Untold вновь расположился на третьем месте на 25-й неделе в чарте World Albums, а также стал первым альбомом группы, который провел 19 недель в Billboard 200, поднявшись до 154-го места. Альбом ATEEZ Golden Hour Part 2 занял 6-е место на 7-й неделе в чарте World Albums, в то время как альбом антология BTS Proof поднялся на 7-е место на своей 134-й неделе в чарте. The Star Chapter Sanctuary группы TXT занял 8-е место на 9-й неделе в чарте, а I Like You группы I-Lead поднялся на 9-е место на своей 8-й неделе. Spill the Fields группы Seventeen занял 10-е место на 11-й неделе в чарте, а Aid Stray Kids 11-е место на 24-й неделе. Наконец, Crazy Lay Seraphim обосновался на 12-м месте на 17-й неделе в чарте, а сольный альбом Джина из BTS Happy занял 13-е место на 7-й неделе. Что ж, всех артистов поздравляем, побольше успехов, наверное, отдыха, крепкого сна и двигаемся дальше. А у нас тут Jin из BTS, Baby Monster, TXT, ATEEZ, aespa и многие другие получили сертификаты. От кого и почему, давайте подробней. Circle Chat объявил о выпуске новых официальных сертификатов. В этом месяце ATEEZ получили два отдельных сертификата за свой последний мини-альбом Golden Hour Part 2. Обычная версия альбома получила миллионный сертификат за продажу более 1 миллиона копий, а пока-версия стала платиновой за продажу свыше 250 тысяч копий. Альбомы TXT, The Star Chapter Sanctuary, aespa, The Flash, NCT Dream, Dreamscape и ENHYPEN Romance Untold Daydream
также получили официальные миллионные сертификаты продаж, которые составили более 1 миллиона копий каждый. Первый сольный альбом Jin из BTS Happy получил тройной платиновый статус за более чем 750 тысяч проданных копий с момента его выпуска. Тем временем, немо-версия первого полноформатного альбома Baby Monster Drip стала дважды платиновой, ее продажи составили свыше 500 тысяч копий. Дебютный сольный мини-альбом Irene из Red Velvet Like a Flower, сингл-альбом To Us Last Bell и мини-альбом Wavy Frequency стали платиновыми после продажи более 250 тысяч экземпляров каждый. В категории стриминга песни Чонгука из BTS Fit Latte 7, Bio Love Me и Chon Do Ha I Still Love You заработали платиновый статус, преодолев отметку в 100 миллионов прослушиваний каждый. Всех поздравляем без исключения, всех, каждого. Слева вниз, сверху направо по диагонали и в полосочку в форме кота зеленого цвета. И двигаемся дальше. А у нас тут Jin из BTS и не только споют для дорамы. Какой? Давайте подробней. 11 января ТВН опубликовали лайн-ап артистов, которые исполнят саундтреки к дораме «Спроси у звезд». В этот список вошли довольно известные имена, среди которых Jin из BTS, Синкван из Seventeen, Ли Сухён из Акму, Ли Сын Юн, Биг Ноти, Сион и Гемини. «Спроси у звезд», дорама, премьера которой состоялась 4 января. Главные роли исполняют такие разноплановые актеры, как Гон Хё Джин, Ли Мин Хо, Ким Джу Хон, О Чон Се и другие. Производством сериала занимаются Кей Изи и MIYM Entertainment. В центре сюжета дорамы «Спроси у звезд» Ева Ким, Го Хё Джин, работающая на космической станции, и космический турист Гон Рён Ли Мин Хо, который является акушером-гинекологом, выполняющим секретную миссию. В дораме снялись и другие известные актеры. Ким Джу Хон играет опытного астронавта, который был в космосе уже 3 раза. О Чон Се является экспертом по космическим экспериментам. Ли Эль является девушкой-астронавтом, а Ли Чо Хи играет одну из сестер-близнецов, которая является доктором и ответственным человеком за экспедицию. Сериал выходит по субботам и воскресеньям. В общем, такой вот состав, на самом деле, звезды. Не только Jin из BTS, много интересных артистов. И если вы уже слышали этот саундтрек, то можете рассказать, каков он. Ваш ведущий, к сожалению, несмотря на воображаемую редакцию, обладает только одним физическим телом и не может слушать и смотреть все, про что вам рассказывают целиком, только обрывками. Поэтому всем, кто участвовал, конечно, спасибо за хорошие песни, уверен, что только такие могли получиться, и двигаемся дальше. Далее у нас Чонгук, который вот совсем уже скоро вернется, пару месяцев осталось, чуть больше, чем пару, может быть около 5. В общем, цены акций на фоне этого растут, и давайте подробней. С приближением завершения службы Чонгука, одного из участников BTS, акции Hype значительно выросли. Ожидается, что июнь станет моментом возвращения всех участников группы, что создаст полный состав BTS. Аналитики прогнозируют, что это событие принесет Hype более 1 триллиона вон выручки за год, вызывая восторг как у поклонников, так и у инвесторов. 10 января акции Hype выросли на 6,95%, а с начала 2025 года их рост составил почти 10%, это ужасно много. Основной причиной повышения акций стали ожидания возвращения Чонгука. По прогнозам, в 2026 году доля BTS в общем доходе Hype составит 40-50%. Согласно данным аналитиков, доля выручки BTS в Hype в последние годы снижалась: 70% в 2021 году, 49% в 2022, 31% в 2023 и 16% в 2024 году соответственно. Это было связано с поочередным уходом участников группы на службу в армию. Однако, начиная со второй половины этого года, ожидается значительный рост доходов благодаря возвращению полного состава. Некоторые эксперты отмечают, что снижение зависимости от BTS привело к более стабильным показателям Hype. Вклад других артистов компании, а также сольных проектов участников BTS продолжает расти. Так, в первой половине 2025 года ожидается выпуск нового сольного альбома Джей Хоупа. Его песня Blue Side из альбома Hope World 2018 года вновь привлекла внимание, поднявшись в последних чартах Billboard. Кроме того, песня Who из второго сольного альбома Чимина заняла 24 место в чарте Billboard Hot 100. В 2024 году ключевые артисты Hype, включая Seventeen, Ailit, Jin, TXT, Enhypen и TWS, активно выступали, обеспечив компании выручку более 2 триллионов вон. По прогнозам Hyundai Motor Securities, в 2025 году BTS принесет Hype 820 миллиардов вон выручки, а в 2026 году эта цифра увеличится до 1 триллиона 50 миллиардов вон. Аналитик И Ги Хун из Hana Securities отметил, что примеры TVXQ и Big Bang показывают, акции SM и YG Entertainment росли на 40 и 80% соответственно в период их возвращения в полном составе. Так что, не только Чонгук, но в принципе возвращение всей группы пророчит Hype, рост прибыли. Но с другой стороны, очень мудрым и правильным решением было рассредоточить свои активы и фокусироваться не только на BTS, как бы сейчас это кого-то там не оскорбило, потому что, если надеяться только на одну группу, то как только группа уйдет из вашей компании, вы останетесь ни с чем. А так сейчас они в другие группы вложились, другие группы тоже приносят, конечно, вернутся BTS и принесут больше. Но в любом случае, пока жива компания Hype, живы и их артисты, соответственно, и BTS, так что
Будем посмотреть, ждать осталось действительно немного, до июня 5 месяцев. Так что, всем всего хорошего, двигаемся дальше. Весь BTS запустит захватывающий проект. Что же это за проект и почему он захватывающий, давайте подробней. Весь BTS начинает 2025 год, радуя фанатов новым захватывающим проектом. 13 января Big Hit Music анонсировали новый фотобук V под названием Rêve. Название на экране, эстеты и знающий язык, конечно, можете написать, как оно правильно озвучивается. В котором запечатлены моменты его путешествия по Парижу до призыва в армию. Фотобук описывается как мечтательное путешествие, которое началось, когда Ви прибыл в Париж. Фотобук запечатлел особые часы свободы, которые Айдол провел в городе романтики. Отходя от традиционного оформления фотобуков, Heavy представляет собой инновационный формат в виде коробки с экзотическим винтажным дизайном, внутри которой лежат 113 страниц, которые можно использовать в качестве коллекционных открыток. Коллекция включает элементы, отражающие подлинную парижскую культуру. Специальные предметы, такие как вырезанные карточки, магнит и брелок, были тщательно подобраны, чтобы позволить фанатам интегрировать парижские воспоминания участника BTS в свою повседневную жизнь. Rêve будет доступен для предварительного заказа через Weverse Shop и в некоторых глобальных розничных магазинах с 14 января, а официальный релиз запланирован на 3 февраля 2025 года. Фотобук обещает предложить фанатам уникальный взгляд на личные моменты Айдола в одном из его самых любимых городов. Вот такой вот мерч от артиста ждет тех, кто успеет его купить. Наверняка тираж ограничен, но думаю, что качество печати должно быть хорошим или даже отличным. В конце концов, все-таки бренд BTS, чтобы не уронить, распечатывают не на газетах, а на нормальном картоне и, может, даже заламинируют. То есть я, честно говоря, в таком мерче не сильно разбираюсь. То есть, от силы я вот сижу в футболке, которую можно к мерчу отнести, и все. А так я вот потребляю именно основной контент, музыку, которую предоставляют артисты. Купили бы вы такое, пишите, конечно, в комментариях. А артисту, конечно же, всего хорошего, в том числе роста мышечной массы. Такой у нас сегодня был выпуск. Сцена после титров, она либо будет, либо нет. Не узнаете, пока не досмотрите видео до конца. Все зависит от монтажной версии. Пользуясь случаем, спасибо всем и каждому, кто приходит, подписывается, ставит лайки, жмет колокольчики, пишет письма, делится видео, в Телеграм приходит. Большое от души, душевно в душу спасибо. Бустерам низкий поклон. Без вас было бы очень туго. Кто желает, может присоединиться к клубу этой масонской тайной ложи. Мы там всякое обсуждаем, влияем на судьбу канала. Ну или нет. В любом случае, мне будет приятно, и каналы будут цвести и пахнуть на фоне отрубленной монетизации и вообще всяких проблем, которые нас сейчас преследуют. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. И как обычно, маленькая сцена после титров. Все еще думаю, когда воткнуть стрим. У меня сегодня на момент записи 15 число, думаю, либо конец января, либо начало февраля. Где-то так, зимний стрим будет, просто дам знать. Но подбрасываю дровишек в огонь вашего интереса. Накопились некоторые комментарии, смешные, назовем их так, которые, конечно, стоит озвучить, посмеяться на стриме, и так обсудить просто то да сё, с вами повидаться в 2025 году. Так что с этим вопросом мы все решим. И по поводу, музыки, я стараюсь выйти с февраля, начиная на одну песню в месяц. Надеюсь, получится. В идеале, конечно, выйти на 2. Кажется, что это немного, но одна песня в месяц тоже каждый раз подводные камни выскакивают. Каждый раз я пишу песню, которая требует от меня изучения чего-то нового, что хорошо. Но потом я пишу следующую песню, которая предыдущие навыки уже за базу считает. Как, знаете, на заводе обычно. Ты перевыполнил сегодня норму, теперь это твоя норма. Вот так и работаем. Так что спасибо всем, кто досмотрел до этого места, вы классные, большой вам респект. Что же это? Сцена после титров с дополнительными новостями. Да, это она. Все вы, наверное, помните печально известного видеоблогера Соджанг, которая катила бочки и создавала клевету в сторону многих артистов, включая Чан Вонён и Зайв, а также BTS. И вот ее приговорили. К чему? Давайте подробней. Ютубер под псевдонимом Соджанг получила условный срок за клевету в отношении знаменитостей. Скандальный блогер, известный распространением клеветы и подобного контента о знаменитостях, таких как Чан Вонён и Зайв, был осужден условно. 15 января окружной суд Инчхона приговорил госпожу Пак, она же Соджанг, к 2 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения на 3 года и штрафу в размере около $137 тысяч США. Судья Ким Сэт Бёль подчеркнул серьезность преступлений, связанных с клеветой, заявив, цитата: «Клевета наносит непоправимый вред жертвам и должна пресекаться строго». Суд отметил, что Пак неоднократно публиковала клевету и провокационные видео о знаменитостях, получая значительную прибыль.
Тем не менее, смягчающими обстоятельствами стали признание вины, попытки осмыслить свои действия и частичная компенсация жертвам. Пак уже перечислила 60 миллионов вон в качестве компенсации, включая 20 миллионов вон для Чан Вонён. С октября 2021 года по июнь 2023 года Пак создала и распространила 23 клеветнических видео о таких знаменитостях, как Чан Вонён, Чонгук, Иви из BTS, Кан Даниэль и других. Эти видео содержали сфабрикованные аудиозаписи, смонтированные кадры и ложные заявления. Многие из них включали оскорбления и унизительные комментарии, что принесло Пак около 171 тысячи долларов США доходы от рекламы и подписок. Вот так вот. Продавцы кала зарабатывают, пока мы с вами голодаем. Против Пак ведется несколько гражданских и уголовных дел. Чан Вонён подала иск на 1 миллиард вон, и суд обязал выплатить полную сумму в январе. Пак обжаловала это решение. Ви и Чонгук из BTS также подали отдельные иски, которые находятся на рассмотрении. Кан Даниэль выиграл 30 миллионов вон в первом судебном процессе, но Пак подала апелляцию. SM Entertainment выдвинул обвинение в клевете в отношении Сухой Зекса и участниц СПА. Во время Октябрьского суда Пак просила о снисхождении, заявив, цитата: «Я оказалась в ловушке своего собственного интернет-мира и не смогла различить правильное и неправильное. Я глубоко сожалею о своих действиях и обещаю жить ответственно в будущем». Это, конечно, хорошо, каждый имеет право на исправление своих ошибок, но, возможно, все-таки люди с IQ больше, чем размер обуви, могут догадываться, что если распространять клевету, ложь и дезинформацию, то рано или поздно, помимо ведра хейта, которое выливалось вместе с большими просмотрами, можно получить еще и срок. Причем вполне себе реально, а также лишиться всех своих доходов, ну и вообще стать нерукоподаваемым человеком. Такая вот ситуация произошла. Не злорадствуем, но здорово, что правосудие хоть в какой-то мере восторжествовало. И пожелаем артистам, конечно, оправиться от репутационных потерь. Двигаемся дальше. Итак, помните, где-то в середине выпуска была новость о том, что BTS вошли в историю, и тут Розе из Blackpink поравнялась с ними, давайте подробнее. Розе из Blackpink взлетела на новую вершину в американском радио. 14 января по местному времени Billboard сообщили, что суперхит Розе и Бруно Марса АПТ поднялся на новый исторический максимум, заняв 5-е место в чарте Billboard Pop Airplay, который измеряет еженедельное количество прослушиваний на 40 ведущих радиостанциях США. Розе — первая исполнительница кей-поп, которая когда-либо пробивалась в пятерку лучших чарта Pop Airplay и только вторая в общем зачете. АПТ теперь делит с Dynamite группы BTS звание самой высоко оцененной песни кей-поп за всю историю чарта. АПТ также прочно удерживается на 5-м месте на 12-й неделе в чарте Billboard Hot 100, где Розе стала первой женщиной-исполнителем кей-поп, вошедшей в десятку лучших на прошлой неделе. Кроме того, АПТ осталась на первом месте в чарте Billboard Global 200 и Global, за исключением США, став первой кей-поп песней, которая возглавляла оба чарта в течение 11 недель. Toxic Till the End от Розе на этой неделе занял 23 место в глобальном чарте, за исключением США, и 43 место в рейтинге Global 200, в то время как Number One Girl заняла 83 место в глобальном чарте, за исключением США, и 109 место в рейтинге Global 200. Тем временем АПТ вернулась на свое пиковое второе место в чарте Digital Song Sales Billboard, что означает, что она снова стала второй самой продаваемой песней недели в Соединенных Штатах. АПТ также относительно стабильно удерживалась на 5-м месте в чарте Streaming Songs и сохранила свою позицию на 14-м месте в чарте Radio Songs. Сольный альбом Розе Рози занял 16 место на 5-й неделе в чарте Billboard 200, а также прочно обосновался на 9-м месте в чарте Top Current Album Sales и на 11-м месте в чарте Top Album Sales. Наконец, Розе заняла 25 место в рейтинге Billboard Artist 100, что стало ее 13-й неделей пребывания в чарте в качестве сольной исполнительницы. Поздравляем прекрасную девушку с этими достижениями, счастья, здоровья, побольше новых песен и двигаемся дальше. А у нас тут подробности касаемо мирового турне артиста, известного как J-Hope из BTS. Давайте подробнее. Участник BTS J-Hope подтвердил свою невероятную популярность, начав мировое турне с полных аншлагов. Первое сольное мировое турне J-Hope, названное J-Hope Tour Hope on the Stage, вызвало огромный ажиотаж. Все три концерта в Сеуле, запланированные на 28 февраля, 1 и 2 марта в Кис Пиводом, были распроданы во время предварительных продаж для участников фан-клуба 14 января по корейскому времени. После выступлений в Сеуле тур продолжится в Северной Америке, начиная с концерта в Бруклине 13 марта. Особенно примечательно, что J-Hope войдет в историю как первый корейский сольный артист, выступивший на стадионе BMO в Лос-Анджелесе 4 и 6 апреля. Новость о турне привлекла внимание мировых СМИ. Журнал Forbes назвал тур сигналом возвращения J-Hope на мировую сцену и новым этапом в его карьере. Издание также подчеркнуло историческое выступление J-Hope на BMO Stadium, назвав его пионером на сольной сцене кей-поп. К освещению события подключились и другие крупные издания, такие как Associated Press и Consequence of Sound. Они отметили его новаторское выступление в качестве первого корейского артиста, возглавлявшего фестиваль Lollapalooza в 2022 году. В рамках тура J-Hope посетит 15 городов и даст 31 концерт, включая Бруклин, Чикаго, Мехико, Сан-Антонио, Окленд, Лос-Анджелес, Манилу, Сайтамо, Сингапур, Джакарту, Бангкок, Макао, Тайбэй и Осаку. С
помощью этого тура он планирует продемонстрировать свое мастерство как Джей Хоуп на сцене, делясь с фанатами темами надежды, мечтаний и общих устремлений. В программу выступления войдут песни из его специального альбома Hope on the Street Volume 1, выпущенного в марте 2024 года. Это будет первое живое исполнение треков с данного альбома. Недавно Джей Хоуп порадовал фанатов видео на YouTube под названием Джей Хоуп Beginning of a New Dream, где показал процесс работы над музыкой в США. Видео завершилось словами «Увидимся в Корее» и постом в его социальных сетях с сообщением «Новая музыка уже близко 2025-03». Ну что ж, судя по всему, концерты обещают быть масштабными, билеты, очевидно, раскупят до того, как они поступят в общий доступ фанаты. Ну, что поделать, артисту всего хорошего и двигаемся дальше. И, в принципе, куда нам уже дальше двигаться? Самые лучшие люди остались и досмотрели до конца, это уже победа. Сцена после титров завершается. Всем респект и пока.